Здравствуйте, не кухня. Что вас беспокоит? Вы знаете, доктор, в последнее время я не могу спать, я не могу готовить, у меня какое-то расстройство. Вы знаете, для того, чтобы решить вашу проблему, нам нужно сначала разобраться. А для того, чтобы разобраться, вы должны пройти психологический тест. Сейчас я покажу вам рисунки, и вы скажете, с чем они у вас ассоциируются. Хорошо. Ну, это хинкали. Что вы видите здесь? Здесь очень похоже на хинкали. А здесь что вы видите? Не кухня. Посмотрите внимательно. На этом рисунке хинкали с бараниной. Всем привет, дорогие друзья! Рад снова видеть вас на своем канале. Сегодня я наконец-то не буду готовить. Мы обещали делать честные обзоры. Мы начинаем. Сегодня в этом выпуске вы увидите честный обзор на хинкали и на заведения, в которых их готовят, города Сочи. Обзор будет не проплаченный, не предвзятый, а просто честный. Будет очень интересно, очень вкусно. Смотрите, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Приступаем. Итак, мы приехали в заведение под названием «Старик Хинкалыч». Находится в центре Адлера, на улице Кирова, буквально метров 500 от моря, пляжа Чайка. Много раз проходили мимо, проезжали, но пока что еще его не посещали. Название заведения говорит само за себя. «Старик Хинкалыч», значит, там делают упор на кавказскую кухню, в частности на хинкали. Я думаю, там, наверное, есть все, и хачапури, и салаты различные. Раньше висели вывески, мы мимо проезжали. Почему мы это заведение хорошо запомнили? Потому что было написано хинкали по 40 рублей. 40 рублей, друзья, это не то, что для Сочи. Это вообще по России, в принципе, дешевая цена за хорошие нормальные хинкали. Ручной лепки, не какие-то там покупные полуфабрикаты. Это очень хорошая, даже низкая цена. Вот. Мы заинтригованы, хотим пойти, попробовать и сказать свое резюме. Так, вот ехало основное блюдо. Прежде чем мы начнем есть, будет небольшой квест. Как их разучить? О. По-аджарски мини, пожалуйста. Лиза, смотри, тебе с маленьким яичком принесли. Пожалуйста, гликури с грибами. Грибы используются в вешенке, считается вкусным меню. Приятно. Ну что, мы заказали 3 вида хинкали. Оля, поскольку постится, она заказала себе аджахури с грибами вместо мяса, сковородочка шкварчащая. Я взял себе салат овощной по-тбилисски, а Лизе заказали хачапури по-аджарски мини, вот с маленьким перепелиным яичком. Лиза очень любит хачапури, но она пока горячая, видимо, она не может есть. Очень интересная фишка. Ну, во-первых, кстати, что хотелось бы сказать, цены очень приятные. Мы заказали 3 вида хинкали: свинина, говядина с зеленью, баранина с зеленью и говядина. Свино-говяжий по 50 рублей, значит, баранина и говядина по 70 рублей. Ниже цен я в Сочи еще не встречал. Еще что интересно, как отличить эти хинкали друг от друга, где какие. Вот эти овальные пятачки, вот здесь попки говядины, ой, попки хинкали, это свино-говяжие. Вот эти крестиком, то, что свернуты, это баранина с зеленью. А вот эти вот вытянутые полосочками, это, значит, у нас говядина. Очень интересно придумано, не перепутаешь. Так-то ты их никак не отличишь, как есть. И салатик по-тбилисски 420 рублей, свежие овощи, видно, что ореховая заправка. Ну, внешний вид очень и очень достойный. Еще интересный факт. Здесь не продают крепкий алкоголь. Здесь в меню есть только пиво. Пиво 3 видов. И, кстати, цены. Балтика 200 рублей, потом бланш бир нефильтрованный 225 и Балтика 0 безалкогольная 240. Это нормальные для ресторана цены. А самое классное, что у них здесь можно приходить со своим алкоголем.
То есть пошел в любом алкомагазине, купил вино, какое ты любишь, или, может быть, водку, пришел, заказал еду и ешь. Ну, пока что я могу сказать, что относительно цен и относительно внешнего вида блюд, как бы претензий нет никаких. Принесли все быстро, все горячее. Я вот пока с вами говорю, даже жду, пока они подостынут, потому что они прям все парились, дымились, когда их привезли. Сейчас будем дегустировать. Лизонька, как тебе хачапури? Очень. Вкусно? А ты пока только яичко, да, макаешь? Ты с сырком тоже макай. В сыр-то. Или можно ножиком разрезать, ножом. Нравится? Пальцы облизывает. Ну что, приступим. Итак, для начала, это всегда бессменно, я начинаю пробовать хинкали со свиноговяжьих, потому что это классика. Нам их уже поперчили, у нас спросили, вам поперчить? Я говорю, да, обязательно поперчите, чтобы раскрыть весь вкус. Сейчас будем пробовать. Напоминаю, стоимость 50 рублей штучка. Порция от 3 штук. Пробуем. Сначала надкусываем. Теперь выпиваем сок. Сока достаточно. Ну а теперь кусаем. Очень интересно. Ну-ка, секунду. Очень интересно. Много зелени, сочные. Чувствуется ярко выраженный свиной вкус. То есть свинины побольше, чем говядина, конечно. Но, что интересно, очень свежий вкус и свежий аромат за счет того, что здесь добавлен перчик. Видите, этот болгарский сладкий перец внутри, помимо зелени. Вот он красный. И это очень-очень освежает вкус хинкали. Такой, знаете, вкус летний, что ли. Ну, слегка необычно, но вкусно. Очень вкусно. По соли как надо, сока достаточно. Я удивлен за 50 рублей. Вы знаете, яркий. Мы боялись сюда ходить. Да, мы боялись, да. Вы знаете, может быть, не самый лучший, да, но очень достойно. Очень достойно, я еще раз говорю, учитывая, что стоит 50 рублей. Закусим хинкали салатиком. Очень много заправки. Заправка, видно, классная такая, ореховая, сочная. Попробуем. Да и порция, в принципе, нормальная. Больше и не съешь. Ну-ка. Классно. Ореховый соус. Достаточно соленый. Чувствуется ярко выраженный вкус масла. То есть масла добавлено достаточно много. Но по идее он в этот салат масла и должно идти много. Просто те, кто там следят за фигурой, могут там сказать, что ой, много масла. Это вот как Оля, например, у меня. Но это именно так и должно быть. Причем масло такое... нет, оно слегка пахучее, но это не то, что покупное в магазине. Видимо, это какое-то, может, привозное, что-то такое. И на фоне орехов очень-очень приятный такой аромат во рту от салатика остается. А так, в общем, это хороший, качественный овощной салат. Свежий. Главное, что все овощи свежие, все хрустящее. Отлично. Мне нравится. Естественно, лучок ялтинский сладкий. Вот так, с огурчиком. Вкусно. Хочешь огурчик? Так. Ну что, за маму? Давай. И за собачку. И за собачку. Да. Опа. Классный соус. Как пришли, кстати, сразу Лизе раскраски принесли. Тут детское меню. Вот сбоку раскраски. И меню у них вот такие на бумажках. Но, честно говоря, сейчас это, может, и правильно. Испортилось, новую бумажку постелил, и никаких проблем вообще. Ну что, дальше. Дальше я хочу попробовать говяжьи хинкали. Вот они у нас. Видите, как крест-накрест сделано, обозначение. И в меню смотришь. Меню крест-накрест, говядина, значит. Точно так же надкусываем. Выпиваем сок.
Вот это уже сильнее. Это уже сильнее. Да, тут чувствуется кориандр. Здесь достаточно кориандра. Зелень потекла, лучок дал сок. Вот, ну, сока я даже не... Фиг с ним, вылью в салат, правда. Смотрите. Видите? Это учитывая то, что я еще выпил. Сок, я имею в виду. Ну, вот. Ярче вкус, ярче, чем у свиноговяжьих, честно скажу. Свиноговяжьи были немного, ну как сказать, короче, у свинины не такой яркий вкус, как у говядины. Эти хинкали чисто говяжьи, на мой вкус, они ярче. И стоят они у нас 70 рублей штука. Это тоже максимально низкая цена, которую я встречал в Сочи. Естественно, салатиком надо шлифануть. Класс. Ну что, пришло время попробовать хинкали с бараниной. Пока что с говядиной на первом месте, свиноговяжьей на втором. Сейчас будем пробовать с бараниной, значит, и зеленью. Цена 70 рублей штучка. Пробуем. Еще интереснее. Вкус баранины яркий, точно так же зелень, перчик сладкий внутри, сока много, достаточно соли, что очень важно. Я, знаете, не люблю, когда приносят несоленые хинкали, приходится досаливать, это неправильно. Они самые вкусные. Да, на первом месте бараньи, на мой вкус, на втором говяжий, на третьем свиноговяжий. Свиноговяжьи более такие спокойные, классические. Что я еще хочу попробовать. Никит, а по количеству мяса? Нормальные. Я говорю, как тебе сказать, они, да, возможно, не самые крупные, да, возможно, не самые такие увесистые, но они реально достойные. То есть это реально ручная лепка. Человек старался, это реально сделали. То есть это ресторанный уровень. А цена, ну, в столовой не поешь за такие деньги. Ну, мне вот это нравится. Но вот бараньи, конечно, топ. Получается, 210 рублей 3 хинкали, 200 рублей кружка пива, 400 рублей, вот тебе обед после моря. Я об этом и говорю. Это идеальная комбо. Но вот смотри, приходишь сюда, 500 метров от моря прошел, кружка пива 200 рублей, ну хорошо, импортная, 225, нефильтрованная. 3 хинкали, например, с бараниной, с говядиной, это 210 рублей. Со свиноговяжьей, кому-то больше нравится, вообще 150 рублей. Вот теперь считаем, 225 и 150, 375 рублей. Навернул 3 хинкали с кружкой пива и пошел отдыхать в номер. Ну, кайф. И это ресторан, это не столовая. Ну, это не ресторан? Ну, кафе, я не знаю. Ну, в общем, позиционируют они как ресторан. Ну, пока что, я не знаю, у меня нет вопросов. Да, я же еще раз говорю, вот, может быть, они не такие крупные. Но, ребят, 50 рублей. Вот о чем я говорю. Ну, вот смотрите, суп харчо с говядиной 335 рублей. 335. Последний раз мы борщ ели за 600, по-моему, да? 750. Харчо с говядиной 335 рублей. Где дешевле поешь? Только в столовой. Вот и думайте сами. А тем временем говяжья пошла. И даже перчик вот этот такой колючий, прям как надо. Жжет. Острый, класс. Везде зелень, везде кориандр. Везде много сока. Тесто тонкое, но прочное. Они не рвутся. Да. В общем, на первый... Ну, смотрите, во-первых, кстати, забыл сказать, у них еще здесь есть свиноговяжьи без зелени, хинкали. Потом у них есть хинкали с грибами. У них есть хинкали 3 сыра. И еще есть детские вишня с творогом. Сладкие такие. Внутри вишня с творогом, собственно говоря. Вообще 60 рублей стоит.
Ну вот, порция, естественно, от 3 штук. При заказе дюжины хинкали, вот у них написано, вы платите за 11, одна в подарок. Значит, и вот пока мой рейтинг... А здесь только вареные хинкали или жареные тоже есть? Только вареные. Только вареные. Да, только вареные. Но у них здесь меню достаточно, кстати, большое. Лобио, лагман, плов, стейки. Стейк из капусты есть. Кстати, постного очень много. У них в меню буковкой «П» и зеленым таким листиком обозначено Вегетарианские, да? вегетарианские или постные блюда, да. И здесь их достаточно много. То есть самое интересное, что, смотрите, здесь комбо на любой бюджет, на любой кошелек, для мясоедов, для тестоедов, плюс детское меню, плюс постное меню. Что еще надо? На любой вкус вообще. Вот мы пришли. Оленька, кстати, покажи свою сковородочку. Оп! Как это? Парам-барам-бам. Фокус. Вот. А Джахури ушел. Ну, а Джахури, честно говоря, да, с грибами, да, постный, но немножко... Вот тут как раз минус. Почему? Потому что только картошка, лук и грибы. В Джахури обычно идет томат, обычно идет болгарский перец сладкий, обычно идет какой-то зелени как-то побольше. А тут прям так как-то Картошка с грибами. грубо, просто картошка, грибы, лук. Все, до свидания. Да, это не Джахури, надо было написать, да, постная там картошка с грибами на сковородочке, например, с луком. Окей. Все-таки... Да, но тем не менее это неплохо, это вкусно. Ну, понимаете, и опять-таки все цена. Цена 400 рублей, там, 460 рублей. Шкварчащая сковородка. Ну, как бы дешевле, я не знаю. Все-таки это Сочи, Краснодарский край. Ребята, Адлер точнее. Что вы хотите? Да, зайка? Что, огурчик будешь? Я всегда. Всегда. Ну, давай, на. Что хачапурьку-то? Давай. Ну что, как хачапури? Скажи честный отзыв. Очень вкусно, но много сыра. Но, так это же хорошо, когда много сыра. Люди наоборот идут туда, где много сыра. Кстати, я обратил внимание, детский хачапури, тесто мягкое и тонкое, а сыра много. Сыр такой, знаете, как творожный, типа адыгейского, что ли. Но по вкусу зернистый такой, да, вот кушаешь, не то, что как тянучий вот этот. Да, такой творожный, вот. Ага, все правильно, показала, молодец. Ну, ребенку нравится, да, ребенок? Классно. Кстати, цена, например, да, где она у нас, подожди. Что, хачапури по 200 рублей, 220 рублей. Ну что, я думал это забрать домой, но дело принципа. 6 штук хинкали позади, осталось всего 3. Думаю, ну что, я из-за 3 хинкали потащу их домой, что ли? Олька постится, мелкая не будет. Поехали, за вас, друзья. Говяжья. О. Ну а мы продолжаем. Тяжелая работа блогером. Ужас. Я не знаю. Я помню, как-то Вреш вызывал меня на хинкали баттл. Говорит, сколько ты можешь хинкали съесть? Я говорю, не знаю. Я никогда, не считал, не замерял, сколько я могу съесть хинкали. Как это должно произойти? Сел такой, интересно, а сколько я могу съесть хинкали? И давай лупить, да, пока нет. Но вот я могу сказать, что я сейчас ем. Ну, правда, я не был сильно голоден. Вот, я ем сейчас 8-ю. И чувствую, что 9-я, после 9-й я лягу спать, скорее всего, прямо здесь. Поэтому хинкали баттл не для меня явно. Фу. Папа, Ау. последнюю ты, наверное, дотерпишь, да? А? Последнюю ты, наверное, дотерпишь, да? Дотерплю, но еле-еле. Мне еще с тобой хачапури доедать. Давненько я не ел хинкали. О.
Вы знаете, это у меня передозировка хинкали. Ну, ребят, сейчас принесут счет. Я извиняюсь. Мы сейчас посмотрим, насколько у нас все вышло. Я наелся. Лиза наелась. Она даже не доела эту хачапури. Оля, ты сковородочкой наелась? Да. Да, я еще кофе попил. Вот ты еще салатик у меня поел немножко. Ну, немножко так покрывало. Вот сейчас семья из 3 человек. Причем я даже не наелся, я объелся. Честно, если бы Оля была не на посту, я думаю, она бы штучки 2-3 точно, да? Хинкали бы. И как раз было бы все ровно. Я почему заказал 9? Не потому, что я обжора такой, потому что здесь порция от 3 штук приносит. От 3. А мне надо было попробовать 3 основных вида. Вот и все. А домой забирать неохота. Все, что, заказываем счет и будем подводить итог нашего похода в Старик Хинкалыч. Друзья, итого нам принесли счет. Все, что мы съели и выпили, нам обошлось в 1885 рублей. Я считаю, что это максимально демократично, потому что зачастую мы иногда в столовые заходим, и то на 1500, на 1600, бывает на 2, смотря что там, если Лизонька десерт захочет, то и 2000 выходит. Поэтому для такого, ресторана, можно сказать, кафе, я не знаю, как правильно назвать, это очень и очень приятная цена. Все, мы рассчитались. Сейчас выйдем на улицу и подведем итог посещения данного заведения. Оставайтесь с нами. Дальше будут еще другие заведения. Будет интересно и вкусно. Ну что, друзья, хочу подвести промежуточный итог нашего посещения этого заведения. Могу сказать... Живот, вот он мой, да. Итог виден, итог на лице и на животе, да. Вот. Что я хочу сказать. Конечно, назвать это рестораном или каким-то там рестораном высокого уровня, высокой кухни, конечно, это слукавить. Это, конечно, не какой-то там супер ресторан. Но я могу сказать другое, что за те деньги, за которые они предоставляют свою еду, да, по меню, за эти деньги, лучше, сомневаюсь, что можно найти. Порции, то есть, может быть, не такие большие. Может быть, не такие большие порции, может быть, да, но видно, что сделано с любовью, сделано качественно, вкусно. И я вас уверяю, что за такие деньги лучше уровень еды не получить. Потому что я же говорю, я, Оля, Лиза, мы втроем в столовой иногда на 1500, на 2000 едим. Здесь мы на 1800, извините, 3 вида хинкали, хачапури, салат, аджахури, кофе, вода там и все что угодно. Вот вам и извольте, позвольте, вот вам и раскраска ребенку и так далее и тому подобное. Вот и грязную посуду унесли. То есть интерьер приятный, музыка приятная, атмосфера приятная, еда хорошая. Я еще раз говорю, не Мишлен, не шедевр. Услышьте меня. За эти деньги, за которые они просят, это лучше не найти. Вот я не знаю. Вот будем сравнивать. Но это видео у нас идет сравнение. Сравнение даже не то, что по цене, а по вкусовым качествам. Поэтому конкурировать с этим заведением будут и другие. Оставайтесь с нами, будем пробовать в других местах хинкали. Приехали в очередное заведение с кричащим названием «Хинкали-танцевали». Аналогично, много раз проезжали мимо, проходили пешком, но так довелось, что ни разу не заходили в это заведение. Находится оно также на улице Кирова. Само название говорит о том, что они делают упор на кавказскую кухню. Хинкали танцевали. Значит, у них, наверное, скорее всего, есть живая музыка, какой-то, может быть, караоке. А еще мы подсмотрели в интернете, у них, оказывается, хинкали разноцветные, там типа зеленые, какие-то красные, черные. Не знаю, в общем, мы заинтересовались. Вроде бы как цены здесь, относительно средние по Сочи, по Адлеру в частности. Сейчас пойдем и попробуем. Друзья, вот пришли, сели мы на веранде, внутри не стали, там народ и, значит, музыка громко орет, поэтому мы решили сесть на веранде, тем более погода у нас позволяет в Сочи. Принесли меню, меню впечатляет, очень большой выбор, и что очень хорошо здесь, поскольку сейчас идет пост, здесь очень много постных блюд. Хинкали 6 видов, вот, например, традиционные свиноговяжие, хинкали с говядиной, хинкали с бараниной, с грибами, с сыром, еще и с лососем и шпинатом.
То есть это очень интересно. Хинкали с бараниной остренькие, перчик нарисован. Добрый день. В принципе, да, мы будем 2 штуки хинкали традиционные. Что, отварные или жареные? Отварные. 2 штуки хинкали с говядиной и 2 с бараниной. Все отварные, да? Да. Потом салат. Итак, мы заказали по классике, мы заказали свино-говяжьи, говяжьи и бараньи хинкали, отварные. Плюс я еще заказал грузинский салат, он здесь называется джонджоли. Кофе. Лиза взяла также хачапури по-аджарски. Или нет? А, нет, мы хинкали взяли, да. Ну, Оля взяла ассорти пхали и что-то еще. Печеные овощи с песто. И печеные овощи с песто. Постные. Постное меню, да. Вот приятная атмосфера, постелили вот такие бумажечки, красивые тарелки принесли. Все улыбаются, все приветливые. Пока что нам все нравится. Ждем наш заказ и будем дегустировать. Ожидания. Ожидания. Сказали, хачапури готовится 10 минут, 15 максимум. Хинкали где-то 30-40 минут. Вот, видимо, они их лепят и варят, то есть это занимает какое-то время, потому что 30-40 минут это прилично. Но, с одной стороны, это надо подождать, а с другой стороны, это хорошо. Значит, они максимально свежие, максимально горячие, прямо из-под ножа, скажем так. Будем пробовать. Будем пробовать. Салат овощной по-грузински, пожалуйста. А я так понимаю, первый раз, да, у нас это Да. Это расскажи, тут у нас будет морковь, свекла, капуста, фасоль и шпинат. Класс. Класс. Прошло буквально пару-тройку минут после того, как мы сделали заказ. Нам в качестве комплимента принесли бокал шампанского брют. Вот, хоть Оля и на посту, не пьет, постится, но это огромный плюс. И принесли в качестве комплимента вот такие воздушные палочки. Их было 5 штук, Лиза уже 2 съела. С вкусным белым соусом. Лиза разминается, ждем основной заказ. И приступим разом все дегустировать. Но то, что принесли комплименты, это большой-большой плюс. Спасибо. Так, а где... Смотрите, у нас традиционные две в белом тесте, желтенькие с бараниной и красненькие это с говядиной. Спасибо. Приятного аппетита. Итак, нам принесли наш заказ. Выглядит все просто великолепно. Начнем с простого. Значит, комплимент мы уже съели, естественно, палочки. Салат грузинский выглядит очень и очень достойно. Называется он джонджоли с ореховой заправкой. Тоже я его к хинкали люблю брать. Ну, свежие овощи все-таки к мясу с тестом. Что, надо овощи какие-то брать. Хинкали огромные, огромного размера просто. И делятся они по цветам каким образом? То есть классические свиноговяжьи белого цвета. Значит, говяжьи хинкали у нас розовые. И из баранины вот такие желтые. Видно, что это ручная лепка. Размер просто, я говорю, ну, как кулак практически. Ну, как женский кулак. Как-то поднять, показать. Сейчас я, по-моему, покажу. Вот. Посмотрите. Огромные, горячие. Сейчас чуть-чуть остынут, будем дегустировать. Дальше. Оле принесли ассорти из пхали. Это значит пхали из моркови, это из свеклы, это из капусты, это из фасоли, а это из шпината. Выглядит тоже замечательно, порция достаточно большая. Аджика, ну, понятно, хинкали, и запеченные овощи. Запеченные овощи в песто, а песто вегетарианский. Вегетарианский специально постное меню, постное блюдо. Ну что, начнем? Начнем с салатика. Так. Пробуем сразу понять соус. Соус, заправку с томата. А огурчик мне, как всегда, дать ты не забыл? Забыл, даю. Очень вкусно. Очень много заправки. Действительно сочный. С ароматным маслом. Отлично. Салат очень хороший. Лиз, как салат тебе нравится? Папа, это очень вкусно. Вот и мне понравился, честно. Все дело в заправке. Очень вкусная заправка. Овощи свежие, хрустящие. Класс. Вообще вопросов нет к салату.
Только перец и лук вот сюда вот убирай. Хорошо. Сейчас Ну что, будет вкус. пришло время продегустировать хинкали. Лизонька, бери. Я начну по классике, начну со свиноговяжьих. Положу сюда. Теперь надо поперчить. Вот так. Ну и как ты эти перцы ешь? Люблю. Сначала попробую без всяких соусов, без аджики. Надкусываем. Теперь выпиваем сок. Они офигенные. Просто сока. Я за раз даже не смог выпить его. Смотрите, еще раз пить придется. Все вкусно, у вас все хорошо? Очень вкусно. Сейчас откусываем мяско. Блин, свиноговяжьи это одни из вообще вкуснейших, которых я ел. Там мясо, вагон. Объем огромный. Хинкалина большая. Ну, кстати, огромнейший плюс, то, что хинкали можно заказывать здесь поштучно. Как я уже говорил, их здесь 6 видов. Ну, представьте, в основном в заведениях то заказ от 3. Ну, зачем мне брать 3 одинаковые? Я хочу попробовать все. Например, хорошо, я хочу попробовать все 6 видов, например. Ну как, что я 18 штук должен заказать, что ли, этих хинкали? А здесь можно по одной. Вы можете всех видов по одной штучке взять, пожалуйста. Давай, Лизонька, дегустируй. Смотри, сначала откусываешь, потом Да, выпиваешь да. сок изнутри. Давай. Я вот так же делаю. Второй ручкой придерживай вот так. Очень вкусно. Там еще сок, вон у Мяса тебя. много, сока вообще Дофига. дофига. Допивай сок. Сок сначала. Это вообще, ребята. Слушайте, у меня нет слов. Это офигенно вкусные хинкали. Честно скажу, я Папа, давненько таких а мне вкусных не ел. кажется, желтый тоже вкусно будет. Желтый из баранины. Сейчас мы к нему доберемся. Смотри, я сейчас беленькую съел, свиноговяжью. Сейчас буду говяжью дегустировать. Но, кстати, немножко хочу вкус перебить. Олька себе заказала пхали, но я хочу по чуть-чуть отщипнуть, просто попробовать. Например, я никогда... Ну, обычно как, заказываешь пхали, тебе приносят из свеклы, из фасоли и из шпината. А тут еще, видите, есть из моркови и из капусты. Я вот их даже не пробовал никогда. Хочу понемножку вот так попробовать. Это морковный. Выше всяких похвал. Дальше свекольный. Обалденно. Капуста. Вот это вообще прям. Я в шоке. Ребята, Папа, фасоль. а Ну-ка. вот мне интересно, а зеленый вот этот хренок? Сейчас попробуем. Ну-ка. Это из шпината. Бомба, друзья. А какой самый вкусный по твоему виду? Мне больше всего понравился из моркови, из свеклы, из капусты, из фасоли и из шпината. Реально, они очень вкусные. Даже те, кто не любит пхали, поверьте, здесь вы их полюбите. Ну, это реально просто очень сделано хорошо. Я так и не доела эту цинкальку, потому что она очень вкусная. А ну, давай. И очень большая. Не да, очень Лёша? большая. Так, Мне кажется, в этих цинкалях минуса вообще нету. так пока не вижу. Сейчас пробуем говяжий. Ну-ка. Ребят, захлебнуться можно, но за раз не выпьешь весь сок. Обычно раз выпил и кусаешь, а тут нет, вон оно. Обалдеть. Ну-ка. Наконец-то почти доела. У меня нет слов. Там мясо, но я не знаю, как показать. Битком просто. Теперь я хочу, знаете, что попробовать? Короче, очень много зелени.
очень много приправ, шикарный фарш. Прям чувствуется мясо с аджикой. Я, честно говоря, таких вкусных-то и не ел хинкали. Мама, можно салфеточки? Thank you. Пипец. Знаете, как вот все сделано качественно. То есть, если хинкали, то хинкали. Если пхали, то пхали. Аджика и та офигенная. Вот прям острая, хорошая, как надо. Запеченные овощи съел сразу. Кстати, да. Оля, овощи запеченные. Сразу, да, за 2 минутки отлетели. А вот я хочу попробовать желтый. Они Очень. остренькие. Да? Угу. Из баранины остренькие. Лучше Ну, беленькую понятно, возьми. Когда белый. Давай. Сейчас я руки вытру. Вы знаете, вот такое... Они, главное, позиционируют себя как кафе. Вот у них даже написано кафе, бар, лаунж. Вот. Кафе, бар, лаунж. Но я вам могу сказать, что, знаете, судя по кухне, это ресторан. Это ресторан, Я это... вкусила, уже сразу живот удовольствие получает. Это очень вкусно. И вот действительно, знаете, как иногда приходишь даже в ресторан, например, вкусно, но порция маленькая. Иногда, например, там чего-то не хватает. А здесь вот... Помнишь, мы А здесь в так одном надежно, ресторане- качественно. В одном ресторане принесли тоже такой же салат. Да. Он был из ледяных овощей. Да. Огурцы, помидоры ледяные. Как будто из холодильника прям Есть только было вынули. невозможно. Здесь прям все настолько вот видно, что к деталям. Стараются. Стараются, да. Потому что, ну, я даже не знаю, к чему придраться. Это Но самый лучший ресторан, в котором мы были с папочкой. ну, мы здесь первый раз. Нам нравится очень. Ну, вот я скажу честно, даже не знаю, как еще прокомментировать. Это не реклама. Просто на самом деле приятно, когда действительно люди с душой относятся к своему делу. То есть, если хинкали, так, пожалуйста, хинкали размером с кулак. Если пхали, так вот вкуснятина. Салат шикарный, заправки не пожалели. Обычно как принесут, а заправки чуть-чуть. Ну что там, пахучее масло, грецкие орехи, они ведь денег стоят. А тут, пожалуйста, много, все очень вкусно. Мама, опять салфеточки можно? Я говорю, даже аджика. Не просто вот это, знаете, как бывает из магазина, из баночки стеклянной, покупная, а нормальная аджика, настоящая. Видно, что они заморочились, что они ее сделали. Она острая, действительно острая. Для тех, кто любит. Так, ну что, кульминация. Мои любимые хинкали из баранины. Пап, ну тебе это только тебе пробовать. Остренькую, да. Тебе белые понравились? Да. А тебе какие больше, белые или красные? Розовый. Розовые, да? Это с говядиной ей больше. Ну-ка. Пипец. Посмотрите сока. Там зелени. Папочка, покажу, сколько сока? Это как будто целый... Целый суп, да. Мяса много, сока много. Видно перец, видно много зелени. Видите красный перец? Они у них и в меню, вот я даже на языке чувствую, они у них и в меню перчиком отмечены, что это острое блюдо. Теперь сок пьем. Пипец, друзья. Класс. Ребят, ну я даже не знаю, что сказать. Это для тех, кто любит вот прям вкусно, сочно, мощно, остро. Вот эти, кстати, из баранины хинкали, они реально острые, очень острые. Оля знает, и вы знаете, кто смотрел мои видео, что я острое ем вообще на раз. Люблю перцы, чили, там еще что-то. Но даже я чувствую, А я помню, что как ты это такой баранина. перец съел. Да. Что это хинкали из баранины. Она действительно очень остренькая. Прям пикантная, бомбезная. Вот сколько я уже съел, и она еще битком мяса и сока. Это запредельное что-то, ребят. Сейчас по ценам... Да, здесь хинкали, конечно, не из дешевых. Но поверьте, если вы хотите получить истинное удовольствие, но я вкуснее пока не ел еще. Нигде. Ну что, друзья, последний подход. Такие мощные. Папа, ну ты обжорка, конечно.
такие большие. Какой обжора, я не ел со вчерашнего дня ничего. Ты вчера ел это что-то в ресторане, это. Что просто? Эти хинкали были с размером кулака. Итак, принесли нам счет. В общем обед нам обошелся в 2735 рублей. Я считаю, что это нормальная цена абсолютно за еду такого качества. То есть, это да, это не дешево, но это не сильно дорого, потому что, я говорю, мы втроем в столовой на раз едим там 1800, 2000, а тут 2735 в ресторане. Хинкали, значит, традиционные свиноговяжьи у них стоят 75 рублей штука, хинкали с говядиной у них стоят 95 рублей штучка, и хинкали с бараниной стоят 135 рублей штука. Средняя цена, может быть, с бараниной дороговато, 135 рублей, но они просто, они нереальные, они огромные, они сочные, мощные, вкуснейшие. И я считаю, что 2700 рублей за поход на семью втроем в ресторан – это абсолютно адекватная, нормальная цена. Особенно, я повторюсь, за еду такого качества. Нам понравилось все. У меня нет претензий ни к чему вообще. Может быть, не претензия, а одно пожелание только, которое я хотел бы дать этому заведению, хинкали танцевали. Это когда они приносят хинкали, можно давать перчатки. Чтобы есть их, потому что они реально настолько большие, настолько сочные, настолько мощные. То, что сок течет, все равно, хочешь не хочешь, ты выпиваешь, но все равно он протекает на руки. Тут все салфетки извели, руки вытирать. Так что это единственное мое пожелание. Во всем остальном мы довольны. Выходим. Что я могу сказать? Заведение хинкали танцевали произвело на нас очень-очень положительное впечатление. Не знаю, как будет в сезон, но сегодня я доволен на все 100%. Причем все блюда, и пхали, и овощи, и хинкали. Хинкали вообще просто отрыв башки. Все-таки я жалею, что мы не попробовали хачапури по-аджарски, потому что это тоже показатель. Но что-то мне подсказывает, что оно здесь тоже отличное. В общем, это заведение теперь в моем сердечке. Ну а мы продолжаем делать обзоры. Оставайтесь, дальше будет очень интересно. Сегодня мы приехали в очередное заведение с говорящим само за себя названием. Называется оно Хинкал Мангал. Естественно, оно не могло нас заинтересовать. Оно находится в центре Адлера, рядом с торговым центром Сити Плаза. Но они позиционируют себя не как ресторан кавказской кухни, а как ресторан южной кухни именно. Это, конечно, большая разница, потому что одно дело юг, да, южные регионы, а другое дело Кавказ. Пойдем попробуем. Ресторан с виду очень приятный, очень красивый. Частенько мы тут проходили, в нем всегда много народа. И чтобы у вас была полная картина о его качестве и вообще о качестве заведений и о качестве хинкали, которых подают в этих заведениях, отправляемся сюда дегустировать. Поехали! Итак, мы заказали хинкали, я заказал еще салат овощной. Здесь нету отдельно хинкали с говядиной. Здесь написано хинкали с телятиной отварные, но они с добавлением свинины и кинзы. То есть это фактически классические свиноговяжьи хинкали. Порция здесь от 3 штук. Я не стал заказывать, естественно, поскольку здесь нет отдельно говяжьих, я их не заказал. Я заказал порцию с телятиной и свининой отварные и с бараниной, тоже отварные. Овощной салат здесь называется южный. Стоит 410 рублей, с розовыми томатами, свежими огурцами, ялтинским луком, зеленью, листьями салата. Спросили, какой сделать заправку, я попросил масло. Могут по вашему вкусу заправить сметаной, например. Цена
средняя на хинкали. Значит, свино-говяжий 95 рублей штука, с бараниной 105 рублей штука. В принципе, это средняя цена, это недешево, ну и далеко не дорого. Как бы будем смотреть на их размер, на их вкус, на их содержание. Ждем заказ. Спасибо. Хинкали с бараниной, с телятиной, Ага. кетчуп со свининой, Ага. соус аджика, Ух ты, это оранжевое. Хинкали как раз. первый аппетит, а сейчас будет Так, салат баклажан. вот эти, да, с бараниной? Это с бараниной. Наискосочек. Ага. Да. А эти при... Угу. Спасибо. Вот. Так. Итак, вот принесли нам наш заказ. Оля себе заказала баклажаны, запеченные, это вегетарианские, без сыра. У меня вот такой вот салат овощной, южный. Хинкали с говядиной. Видите, плоский срез у них. А с бараниной вот они наискосок обрезают, чтобы не перепутать. Аджика очень интересного цвета, оранжевая. Хочу попробовать, пахнет обалденно. Ну и Лиза по классике захотела картошку фри с наггетсами. Вот. И соус кетчуп, и тут вот сырный соус. Вот. Ну что, сначала салат, чтобы вкус во рту разбавить. Так. Свежий, хрустящий. Теперь пробуем хинкали. Хинкали ручной лепки, видно сразу. Размер средний. Не мелкий, но и не крупный. Сейчас будем пробовать. Много кинзы. Сейчас сок. Много сока, очень. И они очень вкусные. Это вот свино-говяжьи. Ну-ка. Интересная аджика. Она, знаете, такие с привкусом осеннего салата такая. Хинкали мясистые, сока много. Ну, хорошие. Такие средние. Не сильно крупные, но и не маленькие. Сейчас из баранины попробуем. Главное, что много фарша и много сока. Вот что самое важное. Так. У нас тут вот от 8 марта висят шарики. Ну-ка, сейчас откушу, покажу вам, что внутри. Видите, сколько? Это из баранины. Ну, честно говоря, сейчас еще раз попробую с аджикой. Довольно неяркий вкус баранины. Знаете, вот эти ярче по вкусу, эти более спокойные, как ни странно. Обычно хинкали с бараниной такие насыщенный вкус и аромат баранины есть. Вот эти какие-то очень спокойные, чего-то не хватает. То ли там не чисто баранина, может быть смешана с говядиной или со свининой, не пойму. То ли не так много зелени, но сейчас буду еще пробовать. Лизонька, у тебя там что? У меня вся красота. Нравится? Вкусный наггетс? Картошечка хорошая? Хрустит? Ну, картошка хорошая, давай попробуем с кетчупом. Да, снаружи хрустящая, внутри мягкая. Сворую 2 штучки у тебя. Не, наггетс не буду точно, пока салат поем. Че, Оль, попробуешь салатик свой с баклажанами? Решил у Оли попробовать баклажанный салат, мы очень любим его. Правда, я всегда беру вот с этим сыром.
А тут, поскольку Оля, как я уже говорил ранее, постится, она взяла вегетарианский. Сейчас попробуем. Неплохо. Я бы подсолил. Но это можно исправить легко. И такая панировочка толстоватая, но очень даже неплохо. Сейчас томат. Ну, классический. Классический салат с жареных баклажан. Он сейчас тут везде подается. Неплохо. Буду пробовать второй раз хинкали. Давай все-таки попробуем. Дадим еще раз шанс. Попробую реабилитировать бараньи, да. Уже без перца. Так, чисто сейчас вот хочу вкуснуть. Эта картошечка, мне кажется, очень черненькая. Знаете, они хорошие. Ну вот много мяса, много сока. Достаточно такие, я говорю, средне-крупные. Но вот почему-то именно в хинкали из баранины такое чувство, как будто вот то ли соли не хватает, то ли зелени. Вот как-то вот какого-то вот маленького нюанса, знаете. Да. Удивительно. Что нельзя сказать о свиноговяжьих. Свиноговяжьи, конечно, прям идеально. Угу. Тут и перчик сладкий, внутри вот красный. Такой более, что ли, яркий вкус, понимаете? Прям ешь, прям раз откусил, так все. Понимаешь, что хинкалинка зашла. Аджика понравилась мне. Я говорю, с осенним привкусом. Неплохо. Хорошие. Особенно вот эти, ну они у них называются телячьи в меню, но в составе там написано, что телятина со свининой. Странно почему. Тогда бы нас написали бы там хинкали классические, свиноговяжьи, например. А то пишут хинкали с телятиной. Человек, который мелкие буквы состав не прочтет, ну, например, кто-то свинину не ест, да, там, по своим убеждениям, он может просто это не заметить, заказать и поесть хинкали со свининой. А ему, например, религия не позволяет, допустим. Это такой, как бы, не очень нюанс. Вот, на это стоит обратить внимание. Ой, надо попить воды, сделать передышку небольшую. Ну что, 6-я, 6 штучек, самое то, вот взрослому мужчине, особенно такой комплекции, как у меня, или хотя бы средней комплекции, 6 штук в самый раз, и салат. Ну и кофе, или кто что пьет, может быть, пиво или вино. Баранья осталось как раз, вот наискосок срезано. Добиваем. Очень много сока. Очень много сока. Аджики еще хочу. Хорошая аджика. Ну-ка. Ну вот зелень пошла. Прям таким пучком. Таким сгустком как бы в конце. То есть вымешано тесто, может быть, неравномерно. Не тесто, это фарш. Я наелся. Что, друзья, в принципе, мы поели. Сейчас принесут счет. Мы снимем, вам все покажем. Выйдем на улицу и подведем итог посещения данного заведения. Вот так, принесли счет. В общей сложности получилось 2810 рублей. Пока что вышло дороже, но видишь, здесь Лиза взяла наггетсы и картошку фри. Вот. Но с другой стороны 6 хинкали было. Ну что, друзья, поели мы, в общем, в этом заведении. Как мы уже ранее говорили, счет вышел 2800 рублей, там с копейками. Оставили, как обычно, 10 или сколько, даже 15% чаевых. Значит, итого получилось с чаевыми там 3000 с копейками.
Скажу так, я наелся, но, честно сказать, особого удовольствия не получил за эти деньги. Хинкали с бараниной я не понял, почему-то не ярко выраженный вкус. Они какие-то, знаете, такие пресные. То ли не хватает зелени, то ли не хватает соли. Я удивился, что даже хинкали с телятиной, у них называются они с телятиной, но это свино-говяжьи хинкали, они более яркие по вкусу. Там больше зелени, больше соли, они как бы более сочные, там и сладкий перчик чувствуется в фарше. То есть вот это для меня немножко непонятно, потому что где бы я ни ел, то есть градация идет какая? Классика — это свино-говяжьи, говяжьи чуть попикантнее, и бараньи хинкали самые пикантные. Вот это как бы я не совсем понял, потому что обычно так. Второе, значит, цена не дешевая, но и не сильно дорогая. Значит, но размер такой, знаете, я бы не сказал, что хинкали мелкие, но они не крупные, они такие средненькие. Значит, и что касаемо остальной кухни, ну, овощной салат был хороший, свежие овощи, хрустящие. Значит, например, салат с баклажанами жареными, ну, мы не доели, Оля не стала есть, потому что толстая панировка. Она очень сильно так, знаете, хрустит, вкус баклажана теряется на ее фоне. Не хватает чили сладкого соуса. Не в панировке, а в тесте. Как будто, да, знаете, в кляре. Как будто они были не в такой вот панировочке, а как будто в кляре прям, знаете. Вот. И немножко мне показалось, даже за счет количества его и то, что вот на масле их обжаривают, даже слегка как будто горчили они. В общем, салат нам этот не понравился. Вы знаете как? Я не скажу, что было плохо. Ну, например, картошка фри и наггетсы были отличные. У Лиза с удовольствием их съела и без всяких. Картошка действительно хорошая, она была прям горячая, снаружи хрустела, солененькая, внутри мягкая, как положено. Вы знаете, я не скажу, что плохо, но я не скажу, что очень хорошо, потому что они позиционируют себя как ресторан южной кухни, да. Ну, прям сказать, что это прям ресторан, ну, достаточно сложно. Просто огурцы с помидорами просто были в масле, не в заправке. Но я попросил в масле, Нет, да, они но предложили либо сметану, либо масло. либо сметану, либо масло, да. Это не какой там не ореховый соус, да, не какой-то супер-пупер, но суть даже не в этом. Огурцы были свежие, очень хорошие, и томаты сочные, сладкие. Вы знаете, просто такое какое-то, знаете, небольшое ощущение того, что просто-напросто за такие деньги, да, среднерыночные ресторанные цены, как бы хочется чуть более качественное исполнение. То есть хинкали из баранины должны быть яркими, яркий вкус, насыщенный. Они должны пахнуть барашком. А кусаешь, такое чувство, как будто там, как будто это баранина со свининой разбавлена. Например, те же баклажаны жареные, я не скажу, что большие куски, большая порция. Порция-то большая была, да, Оль? Ну вот, но чуть меньше вот этой вот панировки, чуть меньше их жарить, может быть, с каждой стороны. Кстати, почему-то этот салат дольше всего несли. Даже дольше, чем хинкали, дольше, чем картошку фри и наггетсы. И вот несли дольше всего. Вот, не знаю, смешанные чувства. Неплохо, но среднего уровня ресторанчик в Адлере, но за такую цену конкретную. И это не сезон. Не знаю, меняют они меню к сезону, не меняют, повышают ли они цену. Ну, посмотрим. Ну, пока вот такие чувства. В общем, будем перемещаться в какое-нибудь красивое, очень инстаграмное, так скажем, место и подводить итог нашего исследования мира хинкали в Адлере. Итак, друзья, подводим итог посещения 3 этих заведений. На первое место однозначно я ставлю хинкали танцевали. Причем, вы знаете, я сейчас буду сравнивать даже не по общему меню. Вот у нас, да, видео про хинкали. Но вот даже в хинкали танцевали, я могу сказать, не только хинкали были самые сочные, вкусные, большие и мощнейшие. Просто я вкуснее хинкали вообще не ел. Но и все остальное меню. Вот что бы мы там ни заказали, что бы мы там ни взяли, вот Оля брала печеные овощи с песто, да, мы там до сих пор она их вспоминает добрым словом, говорит, каждый день бы, говорит, ела, вот каждый день бы, говорит, ела, такая вкуснятина. Там подача изумительная, отношения, то есть вот, я не знаю, как это объяснить, то есть
Да, цена там не дешевая, но и недорогая. Там средняя цена по Сочи, по Адлеру. А самое важное, что они не выпендриваются и позиционируют себя как кафе. У них написано кафе, лаунж, там хинкали танцевали. Но это, поверьте, блюдо ресторанного уровня. Это не реклама, у нас честный обзор. На второе место я ставлю Старик Хинкалыч. Почему? Да, хинкали там небольшие, маленькие, но ручной лепки. Да, может быть, порции где-то у них тоже поменьше, может быть, не так помпезно и не так пафосно, да, там, как в других заведениях. Но душа, отношения и цена, понимаете, 50 рублей хинкали. Какая-то бэби-хачапуренка, там, 200 рублей. У них там пиво по 200, по 220 рублей. Алкоголь, там, вино, шампанское, водку, виски, там, пожалуйста, можно приносить свое. Им, видимо, нельзя, там, лицензию не дают на крепкий алкоголь, потому что рядом, по-моему, то ли музей, то ли детская школа какая-то, ну и так далее. Вот, но они без проблем приносите, пейте свой алкоголь. То есть для многих людей, там, кто компанией забурился, особенно молодежь, и забуриться туда на всю толпу, поесть на 3000, там, на 6-8 человек, там, попить пивка по 200 рублей и спокойно, с удовольствием, сытым уйти домой. Очень приятный антураж, приятная атмосфера. И на третье место, к сожалению, я ставлю Хинкал-Мангал место, потому что позиционируют они себя как ресторан, а вот как раз, на мой взгляд, субъективный, подчеркиваю, такое чувство, что вот как раз-таки они кафе, как будто бы они вот до ресторанного уровня не дотягивают. А цена по факту получается, да, хинкали там средняя цена, она дешевле, чем в хинкали танцевали, но дороже, чем в Старик Хинкалыч. Но зато остальные блюда и общий счет получился дороже, чем в трех этих, ну, чем в двух других заведениях. Вот. Поэтому, может быть, конечно, некорректно было сравнивать все эти три заведения между собой, но мы именно выбирали относительно названий, относительно того, как позиционирует себя заведение, да, сравнили основное блюдо, это хинкали, естественно, ну тем более у них в названиях оно ярко и громко везде прописано. Вот, и я делаю такое резюме. Значит, еще раз, однозначно на первое место я ставлю заведение под названием Хинкали танцевали. Я подчеркиваю ресторан Хинкали танцевали, потому что там самые вкусные хинкали, которые я когда-либо ел в жизни. Самые большие, самые сочные. На второе место я ставлю Старик Хинкалыч, потому что это идеальное соотношение цены и качества. Ты посещаешь приятное кафе с отличной атмосферой, со свежеприготовленной едой по цене практически столовой. Ну, чуть дороже, чем средняя столовая в Сочи. И на третье место я ставлю заведение под названием Хинкал-Мангал, потому что цена там достаточно дорогая, то есть цена ресторана, но над качеством, к сожалению, им надо еще поработать, потому что где-то не хватает вкусовых ощущений, где-то не хватает размера, где-то не хватает, может быть, подачи или подхода к блюду, но есть к чему стремиться. Заведение неплохое, однозначно его можно посещать и нужно, но в рейтинге этих трех заведений оно, к сожалению, занимает третье место. Вот такие вот итоги. Друзья, очень важно для нас сейчас, на данном этапе, чтобы вы поддержали наше начинание, снимать обзоры. Для нас это первый опыт. Мы снимаем только честные обзоры. Никакая здесь ни реклама, ничего у нас не проплачено. Пока что не проплачено. Когда будет проплачено, вы об этом узнаете. Вот. И нам очень важно, чтобы вы нас поддержали лайком, комментарием. Кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь. Для нас это, ну, просто сейчас в такой сложный период для Ютуба это очень важно. И еще нам очень бы хотелось услышать ваше мнение по поводу того, на что в дальнейшем нам сделать обзор. На какое конкретное заведение, быть может, на какое блюдо, да, также в 3, в 4, может быть, в 5 разных, я не знаю, заведениях. Или, может быть, на какое конкретно место, да, где вы, например, были и что-то недопоняли. Или, например, где вы не были и хотели бы поподробнее узнать об этом месте или об этом заведении, да. Вот, потому что чем нам, ну так прямо скажу, чем нам лепить от себятину и делать обзор на то, что мы хотим или что мы любим, да, мы лучше будем делать обзор на то, что вам интересно смотреть, что вы хотите увидеть, что вы любите. Вот мне кажется, это будет конкретно полезно для вас, особенно в преддверии сезона. Сезон обещает быть очень горячим в Сочи, ввиду, конечно,
последних событий в Анапе, там разлив мазута и так далее. Насколько я знаю, тут уже бронируется все со скоростью звука на побережье у нас, в Сочи, в Адлере, в Сириусе. Конечно, к сожалению, на фоне этого предприниматели показывают какую-то немножко несолидарность со своим народом, и цены гнут просто в космос. Цены улетают в космос сейчас, вот, к сожалению, потому что вместо того, чтобы оставить цену, допустим, какая она должна быть на самом деле, на фоне этой беды, что половина Черноморского побережья, к сожалению, пока что испачкана, испорчена, они берут и цены задирают в потолок. А что делать? Люди все равно поедут в отпуска, люди все равно будут отдыхать, люди все равно найдут способ, средства и время приехать отдохнуть. Поэтому, к сожалению, некоторые предприниматели этим пользуются. Но что же делать? Такова рыночная экономика, таков, как это говорит, бешеный оскал капитализма, да? Ну что сделаешь? Хочешь покупай, не хочешь не покупай, как говорится. Вот, ну, что хочется сказать. Спасибо вам огромное за просмотр. Заранее благодарю вас за поддержку. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы будем стараться и впредь радовать вас новыми выпусками. До новых встреч. Всего хорошего. Пока-пока. Всех люблю.